Если декора нет дополнительного, кроме вот этих запланированных рюшей, я могу просто поставить метку мылом, обмылком, например, и продеть английскую булавку, в которой я уверена. Это еще сократит время работы на утюжку. То есть вот так я буду знать, что вот здесь, на этом уровне, у меня будет перегибаться. Если я работаю мелом, он вообще еще останется весь, не так стирается, мыло быстро сотрется, поэтому важно одеть булавочку. Вот так перегнула, буквально можно даже пальцами придавить и немножечко по сгибу получившемуся провести. Вот такие меточки поставила. Все, теперь притачиваю свой пушистик. Двухслойный, трехслойный, четырех, шестислойный, какой у меня задуман по дизайну. Для этого наш фатин, еврофатин, евросетка, хаял тюль и иные двухсторонние материалы. Неважно, с какой стороны мы возьмем, просто кладем в любой срез и начинаем притачивать наш рюш. Стыкую вот эту сторону пушистика с вот этим срезом. Срез укладываю, у нас здесь на машине все та же метка. Все та же метка, по которой мы ориентировались, когда присбаривали рюш. Прошиваю закрепочку. Если я или вы хотим на данном этапе немножечко в некоторых местах сколоть булавками, значит, мы прикалываем небольшое количество булавок, и мы знаем, важно знать их количество четкое, которое я сейчас использую. Например, 4 булавки или 8 булавок. Вот я, допустим, 8 булавок. Для чего? Вот в этих пушистиках можно не заметить и оставить там булавку. И потом ваш клиент, в данной ситуации платье детское, ребенок, может поцарапаться. Вы сами можете травмироваться. Это никому не надо. Поэтому тут важно следить. Если закололи 3 булавки, мы их сразу сейчас будем и откалывать параллельно, убирать в сторону и следить, чтобы все время ваше выбранное вами количество было перед вами. Сейчас я объясню еще раз этот нюанс. Я слышала от одного из мастеров, тоже преподавателя, о том, что, но правда преподаватель не свадебных нарядов, о том, что такие булавки при пошиве одежды использовать нельзя. Посмотрите, пожалуйста, если вот вы тоже так считаете, посмотрите, пожалуйста, как работают известные дома моды. Вы увидите, как у сколь многих в обиходе именно вот такие булавки. Не плоские, а там, где кружева прикалывают. Или, в общем, все, что помогает мне в работе, а такая булавка мне помогает гораздо больше, чем такая. Эту с плоской головкой я вообще не найду, она просто сразу потеряется. И у меня будет паника, где же я что оставила. А хотя бы вот с перламутровой головкой мне даже сейчас их обнаружить легче. По этой же причине даже с перламутровой головкой сразу весь круг не обкалывается, а только какой-то участок. Небольшой, допустим, полметра приблизительно я сколола и слежу, чтобы не потерялись. Если какую-то одну булавку не могу обнаружить, я понимаю, что мне ее нужно искать. Так вот, на этих полуметрах ее отыскать гораздо легче, чем на каком-то большом или большем объеме. Вот, дошла до булавки сейчас. И вколола в подушку. Вот, я заканчиваю первый круг обшивать. Вот так он сейчас выглядит на данном этапе. Концовка шва хочу также вам показать. Вот я заканчиваю свой шов.
Здесь пустота, то есть я еще здесь вот какой-то сантиметр не настрочила свой пушистик. И обрезаю сейчас сразу за лапкой, как мне это позволит здесь уже вот это расстояние. Просто обрезаю. В конце шва обязательно закрепка. Вытягиваю из-под лапки, обрезаю нитку здесь, с другой стороны. Если от начала шва нитки до сих пор не обрезаны с момента старта, то мы их тоже обрезаем. Никакие нитки нам здесь не нужны уже в свободном полете, я имею в виду. Так, вот это я хотела подрезать. Все. Наш пушистик пришит. Так все 4 кружочка наших. Убираем в сторону, пусть распушается. Работаем со следующими кругами. Теперь работаем с основными слоями. Для основных слоев у меня выкроено 4 прямоугольника. У меня будет 2 слоя, для каждого из которых нужно по 2 одинаковых прямоугольника. Я их заранее выкроила уже. Вот один прямоугольник лежит, вот второй точно такой же. Верхний чуть-чуть отодвигаю. И вот от нижнего вот таким образом отодвигаю сгиб. Убираю вот так подальше сгиб. Делаю полосу из этих 2 прямоугольников общей длиной 6 метров. У меня каждая деталь по 3 метра. И скалываю булавочками. Кто-то из более опытных мастеров не будет скалывать булавочками, а просто будет эту линию придерживать уже, прошивая шов за машинкой. Вот так передвигаю. Теперь со второй стороны такую же линию мне надо сделать. Сейчас сделаем это вот так. Вот она. Укладываем здесь срез к срезу. Сейчас разверну, так чтобы вам было виднее, что я делаю. Булавки с бусинами закончились, в других изделиях находятся покаместь, поэтому вынуждена взять не самые любимые свои булавки с плоскими головками. Я вот этим этапом предварительного скалывания в данной ситуации в реальной жизни пренебрегаю. Я прям за машинкой все делаю сразу. В данной ситуации никакого ущерба для качества не несет подобное пренебрежение, а наоборот ускоряет мой труд на каких-то 15-20 минут. Теперь вдоль вот этой линии, обколотой булавками, вдоль вот этой линии и вдоль вот этой прокладываю швы. Как всегда, от вот этого среза отступаю полсантиметра и начинаю свой соединительный шов. В начале шва и в конце шва в данной ситуации делаю закрепку. Ширина стежка 2-3 мм по выбору мастера. Я не прошиваю здесь булавки вот эти, чтобы у меня не подпрыгнул шов. Я их убираю, когда приближаюсь к этой булавке в данной ситуации. В реальной жизни, я вам уже сказала, это просто для вас я подколола сейчас булавками, для того, чтобы вам было яснее, над какими линиями мы работаем, и для того, чтобы, если вы новичок, вам в любом случае булавками стоит подколоть.
уже более опытные мастера решат для себя сами. Вот я вообще не скалываю булавками вот эти линии. Я просто сразу за машинкой один срез к другому укладываю и прокладываю машинный шов. Вдоль шва срезаю часть припуска, оставляя 2 миллиметра вместо сантиметра. Вот сейчас я прокладывала шов на расстоянии 1 сантиметр, то есть у меня припуск шва вот здесь 1 сантиметр. Вот я часть этого припуска срезаю, оставляя 2 миллиметра, чтобы у нас получился аккуратный, очень аккуратный шов, тоненький, изящный. Вот такой узенький припуск на шов у нас с вами остается в результате. Для второго слоя у меня, как вы помните, есть еще 2 прямоугольника, 2 точно такие же детали, и с ними те же самые шаги, которые только что с этими 2 прямоугольниками проделала. Те же самые шаги и с другими 2 прямоугольниками проделать нужно. Я эту операцию проделала за кадром. Вот мой второй слой. Он также закольцован, как и первый. Нахожу, где у меня изнанка, где у меня лицо. Теперь у меня появилась изнанка. Изнанка — это та сторона, где сейчас на меня смотрят припуски, наши изящные 2-миллиметровой ширины припуски на шов. Вот я кладу так, чтобы они сейчас уже смотрели, или вернее ложились, выкладывались на платформу машины. И на меня сейчас смотрит лицевая сторона. Лицевая сторона верхнего слоя, верхнего основного слоя. Пушистик нашиваю аналогично тому, как нашивали мы на круги его. В начале шва сейчас закрепка, в конце шва тоже будет закрепка. Ширина стежка я выбираю 5 миллиметров. Вот я уже приближаюсь к завершению, и обнаружилось, что мне не хватает длины пушистика. Как это получилось? Ведь я удостоверилась, что длины вот этого пушистика заготовки перед тем, как нашивать вот пушистик на основной слой, я проверила, у меня было немного больше 6 метров. Кольцо, на которое я сейчас притачиваю свой пушистик, оно длиной также 6 метров, а пушистик с небольшим запасом. Но мне не хватает вот такого куска. Как это получилось? Вот этот вот фатин мягкий, еврофатин, евросет, как кто как называет,
он под лапкой машины немного, вот именно основной слой, растянулся. Вот растянулся на вот эту величину. И мне сейчас нужно дотачать еще вот такой кусок. Я, конечно, сейчас все сделаю аккуратно, чтобы все смотрелось монолитно, то есть чтобы не было видно переходов от вот этой части пушистика к этой и здесь, то есть стыковочки я все сделаю нормально, но просто я для чего остановилась на таком моменте, так бывает, и чтобы вы тоже к этому были готовы и не испугались, что может быть вы что-то не так посчитали или просчитались и так далее. Это просто бывают такие моменты, либо припосаживается какой-то материал и становится короче линия какая-то, либо растягивается. Вот в данной ситуации вот этот основной слой подвержен растяжимости. Я сейчас закончу эту операцию, уже эту линию прорабатывать до конца и посмотрим на готовый результат. Ну вот и все, вот и заканчиваем наш шов. Вот наша проделанная работа. Вот наша деталь, верхний основной слой. Вот наша деталь, верхний основной слой. Вот я вам так его покажу и вот так его вам покажу. Если с этой стороны это у нас будет наша линия низа юбки, сейчас еще раз вот так вам покажу, будет и уже есть вот этот пушистик, так, то с противоположной стороны нам надо вот эту линию, вот эту, по кругу всю присборить. Что мне нужно сделать еще? По моим прямоугольникам мне нужно отметить центры. Если вот эти швы это у нас боковые линии, то нам нужно отметить сейчас, мне нужно сделать метку линии середины переда и линию середины спинки. Это можно было сделать раньше в процессе раскроя, но у меня на фатине, смотрите, на самом рулоне есть сгиб. Я об этом, приступая к работе, знаю. Вот этот сгиб, вот один, вот второй. Это и есть серединочки, поэтому я дополнительных меток не ставлю. Если вам нужно поставить метки, линию середины переда и линию середины спинки, разметить себе, то вы делайте это, пожалуйста, тогда, когда вы считаете нужным. Чем мы размечаем? Английской булавкой или делаем стежок ручным швом, или маркером, который смывается, или маркером, который не смывается, но очень маленькую такую как бы засечку себе делаем, маленькую черточку вернее. Поставили себе меточки, если не поставили раньше, и от линии середины любой, чтобы это, мы сейчас не можем понять, это линия середины переда или линия середины спинки, они у нас абсолютно идентичны в этой юбке. Поэтому от любой из этих меток мне удобнее от этой сейчас начать работу. Начинаю присбаривать по кругу, по всему кольцу, присбариваю. Опять меняю лапку, меняю настройки. Ставлю, в данной ситуации я поставлю 8 натяжение нити, ширина стежка я возьму 4.
4 миллиметра ширина стежка. Колесо, отвечающее за степень прижима лапки к платформе машины, я чуть-чуть закручиваю опять по часовой стрелке и выполняю присборивание. В начале и в конце шва закрепку не ставлю, оставляя себе возможность подкорректировать эту линию, если нужно ослабить или усилить, то есть подтянуть за одну из ниток может понадобиться, чтобы увеличить количество сборок, или вернее не количество, а густоту сборок, либо наоборот немножечко уменьшить густоту сборок, то есть оставляю за собой возможность таким образом корректировать величину, объем сборок. Заканчиваю свой шов. Вот наша сегодняшняя задача, наш верхний слой юбки выполнена. Наша сборочка, наш пушистик. А на сегодня все. Продолжение в следующих видео.